ребята, ну что, мы продолжаем наши полноценные тренировки. Сегодня нам понадобится, как обычно, коврик для фитнеса, 2 гантельки, их вес зависит от вашей физической подготовленности, и бутылочка с водичкой. Ну что, начнем? Все начинаем с головы. Несколько поворотов в стороны, вниз, вверх и круговые вращения. В обратную сторону. Остановились. Потянем ручку в сторону. Сегодня мы в основном будем работать на наши руки и на нижнюю часть тела, то есть там на ножки, на попу. Теперь руку назад, потянем трицепс. И вторая рука. Вытянули руки в стороны и, сгибая их в локтях, делаем такие круги к себе. И от себя. Теперь с прямыми руками. И в другую сторону. Руки перед собой и поворачиваем корпус в сторону, в центр, в сторону. Таз не двигается. Еще немножко. Остановились. Ноги поставили чуть пошире. Тянемся одной рукой в сторону. Хорошенечко наклоняем корпус. Добавили вторую руку. И наклоняемся еще ниже. Плавно опустились. Поменяли вторую руку. И добавляем левую. Плавно опустились. Теперь наклоняемся вперед. Коленки ровные. Касаемся к полу. Теперь плавный кружочек наверх. Руки поднялись наверх. В другую сторону. И опустились. Все очень плавно делаем. Поднялись. Потянулись хорошенечко вверх. Право. Опустились, затронулись пола. И еще раз. Поднялись. В сторону. И вниз. Руки на бедра. Округляем спинку. Расправляем плечи. Теперь давайте разомнем наши ноги. Делаем выпад на левую ногу. Колено не выходит за носочек. Руки перед собой. Выпрямили ножку. Присели, выпрямили. Сделаем так раз 20, чтобы разогреть наши мышцы. Следим за коленом. Слишком острый угол у вас не должен быть. Второй ножкой касаемся к полу коленом. Чувствуем, как ягодицы, да,
и задняя поверхность бедра уже начинает нагреваться. И 5, 4, 3, 2, 1. Встали, перекрутились, поменяли положение на правую ножку. И присаживаемся теперь на правую. Встали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, выдох. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Выпрямили ножки, развернулись. И теперь их медленно-медленно сводим к центру. Поставили вместе, чуть-чуть пригнулись и разминаем наши колени. Делаем такие кружочки по часовой стрелке и обратно. Немножечко присядьте. Выпрямились. И еще такие маленькие кружочки сделаем ступней и в обратную сторону. И вторая нога. Отлично. Приступаем к нашей тренировке. Ну что, как обычно, начнем с самых легких упражнений. У меня гантели здесь идут где-то на 4 килограмма, может даже больше, считая самой палочкой. У меня они металлические и сборные на 15 килограмм. Я делала самые маленькие блинчики. Опять же, еще хочу сказать вам по поводу гантель. Какой вес вам выбрать? Вес гантель должен быть такой, чтобы вы смогли сделать любое упражнение минимум 12 раз. 12 раз это тот минимум, который вы должны сделать. Если вы свободно делаете это упражнение, допустим, с 2 килограммами, значит 2 килограмма это ваш вес. Если вам не хватает и вы чувствуете, что вы можете сделать еще больше, берите, конечно же, больше гантельки весом. Но опять же, старайтесь всегда усовершенствоваться и увеличивать вес потихонечку. На руки я бы советовала не брать никому более 5 килограмм вообще, потому что огромные бицепсы девушкам особо не нужны. Так, давайте приступим к тренировке. Немножечко расправим плечики, потянем шею, да, приготовились. Значит, наше первое упражнение. Техника такова. Ручки перед собой. Медленно выставляем их вперед и разворачиваем к себе. Да? Идет трицепс. Опустили. Не до конца. Не кидаем их. Не расслабляем руки. Остановили, да? И пододвигаем к себе бицепс. Опустили. Подняли вверх. На уровне глаз. И сразу же. Оп, к себе. Подняли вверх. Разогреваемся. Это еще не самое тяжелое упражнение, которое нам предстоит сделать. Выдох, вдох, выдох. Делаем все не спеша, следим за техникой. Зачем нужно делать упражнения на руки? Как бы тоже вопрос. Мы же хотим, чтобы у нас были красивые, потянутые ручки, чтобы ничего не висело там, каких-то непонятные куски кожи. Хотим, чтобы у нас были потянутые руки, в принципе. И упражнения с гантелями – это самый лучший вариант, чтобы потянуть ваши ручки. То же самое и отжимания. Очень хорошо прорабатывает, сжигает все ненужные жировые прослойки, которые у нас имеются. Так что никогда не игнорируйте упражнения на руки с гантелями. Опять же, хочу повториться, что не больше 5 килограмм гантеля должна быть одна. Потому что я скажу свое мнение личное. Девушки, которые тяжеловесы, да, пауэрлифтеры тоже
женщины есть. Можете посмотреть, в общем, фотографии, что я могу сказать. Как бы кто-то может сказать, что это нормально, кто-то может сказать, боже, что это за мужик и так далее. В принципе, если вам нужно так, конечно, 5 килограмм для вас будет игрушкой. А если мы хотим красивую, потянутую, спортивную фигуру, не больше 5 килограмм на руки. Еще пару раз. Фух, молодцы. Растрясли ручки. И поехали дальше. Так, теперь поработаем над ножками. Значит, наше положение такое. Делаем выпад в сторону. Встаем. Опорная нога правая. Встали. И выкинули эту ножку в сторону. Опять выпад. Выкинули ногу. Можно помогать себе руками. Тянется внутренняя поверхность бедра, ягодица, задняя здесь работает. Оп. И еще и внутренняя сторона бедра. Вообще супер. Еще и такое энергичное упражнение. Немножко как кардио, да? Будем так чередовать. Сделаем на каждую сторону где-то раз по 20. Поглубже присаживаемся. Так хорошенечко прям. Оп. И стараемся вытолкнуть ее хорошенько в сторону. Наклоняем корпус вперед. Эта нога у нас вообще никак не сгинается. И тем временем у нас отдыхают руки. Выдох, вдох, выдох. И 3, 2, 1. Фух. Фух. Передохнули. Сделали глубокий вдох. Выдох. Меняем положение. Делаем выпад на правую. Левая тянется прямая. Хорошенечко закрепитесь. Наклоняемся вперед. Встаем и откидываем ногу. Держим равновесие. 3, 4, 5, 6. Быстрее. 7, 8. Еще быстрее. 9. 10, 11, 12, сильнее, 13, 14, 15, 16, ниже, 17, 18, 19, 20. Фух, отдохнули. Теперь можно попить водички. Буквально глоточек. Вот сделали 2 упражнения, да? Руки, выпады, попили водичку. Через каждые буквально 10 минут пьем воду. Поехали теперь обратно, руки. Ну что, начинаем усложнять наши упражнения. Опять берем гантельки. Тот же вес, ничего не увеличиваем. Хорошенечко закручу их. Так, следующее наше действие. Покажу вам со стороны, как она смотрится. Спина ровная, плечики расправлены назад. Грудь вперед, взгляд вперед. Мы медленно опускаемся, коленки немножечко сгибаем и выставляем таз назад, попу. Как будто мы хотим сесть куда-то. Тем самым мы наклоняем гантели по нашим ногам, как будто они скользят вниз. Встали, перевернули ручки к себе, опустили, выставили в стороны. Вот такая махинация. Опять к себе, опустили вниз, наклонились вниз. Встали медленно, к себе, опустили в стороны.
Так, повторяем за мной, да? Чтобы ничего не сбилось. И опять же, ножки вместе, корпус ровный, наклонились назад, немножечко согнули колени, встали, руки к себе, вниз, в стороны, к себе, наверх, вниз, опустились. Опять встали, спина ровная, следим за спинкой, вниз, в стороны, как можно выше поднимаем, опять к себе, опустились, поехали. К себе, вниз, в стороны, вниз, к себе, опустились. Спинка ровная, следим за ней. Это очень важно. Повыше, да? Выдох. 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 Опустились. Спина. К себе. Опустились. Немножечко можно сгибать колени, когда мы опускаемся вниз. Так, чтобы вы смогли, вот, я еще раз покажу. Это очень важно, спинкой следить. Опускаем, скользим, да? Поднялись к себе, в стороны, к себе, опустились. У меня прям погремушки какие-то, а не гантели. Опустились. Вы должны привыкнуть к последовательности, чтобы не путаться. Встаньте, вот особенно в этом упражнении я советую вам встать перед зеркалом, посмотреть на себя со стороны, особенно с этим наклоном, чтобы проверить свою технику. Опустились. Еще пару раз. Опа. И последний. К себе, в стороны, к себе. Фух, опустились. Выпрямились. Развернули плечики. Фух, бросили гантели. Ой, отлично. Сделали глубокий вдох. Потянули руки вверх. Можно наклониться немножко. Хорошо тянем руки. В центр. Еще раз наклончик. Иногда полезно сделать такую мини-зарядочку, да, мини-разминку между подходами, чтобы снять напряжение, да, в мышцах. Отлично. Поехали к ногам. Значит, наши действия такие. Немножечко на руки и опять на ноги, да. Ноги как можно шире мы поставили, сделали плие, да, подняли ручки к себе, бицепс, да. Стали ножки вместе, чуть-чуть на ширине плеч. И сделали приседания. Руки вперед идут. Шаг в сторону. Присели. Бицепс. Руки выпрямили. Шаг обратно. Присели. Руки вперед. Вот такие у нас действия. Опять же. Выпад. Внутренняя поверхность бедра. Бицепс. Шаг назад. Приседание попа. И дельта, да? Опять выпад, шаг назад, приседание. Оп, оп, оп. Старайтесь как можно глубже присаживаться и выше здесь ручки поднимать. Опа. И 3, 2, 1.
Немножечко раструсили ноги, руки размялись. Теперь можно опять же попить водички. Пьем только простую воду. Никакой минералки, никаких компотов, киселей и так далее. Обычно простая вода. Все. Комнатной температуры, если вам интересно. Так, поехали дальше. Так, ребят, для следующего упражнения я постелю себе коврик, потому что нам нужно будет сесть на пол. Так, вот, в таком положении мы остаемся. Я покажу пока сначала без гантелей. Значит, здесь работает наша попа заодно. Когда мы присаживаемся так вниз, мы напрягаем ягодицы. Напрягли их очень-очень сильно. Выставили ручки вперед с гантельками. Встали, перевернули к себе, да? Получается, вот. Так. Встали, да? Вот в таком положении. Опустились вниз, выставили руки вперед. Опять вверх, наверх. Оп. Тоже такое разнообразие. Заодно напрягаем животик. Вот чувствуется работа пресса. Повыше поднимаем здесь. Пять, 4, 3, 2, 1. Ох, отдохнули. Потрясли руками. Так, давайте немножко, чтобы отдохнули руки, поработаем еще и заодно на попу. Тоже находим альтернативу обычным обыденным упражнениям. Как мы обычно делали, да? Поднимаем таз, да, можно еще так. Но это все скучно и неинтересно. И слишком легко для кого-то. Как мы делаем? Мы берем две наши гантели, ложим их себе на животик. Главное хорошо держать. Вот здесь, да? Придерживаем, да? И теперь это все мы поднимаем. Опускаем, попу не ложим, да? Здесь у нас остается просвет еще такой. Напрягаем ягодицы, со всей дури напрягаем их. Опустили, подняли, опустили. Выдох. Вот это хардкор, вот это тяжело. Просто так скучно, неинтересно и легко. А вот так я понимаю. Вот такие упражнения, кстати, можно делать еще и в тренажерном зале. Опираемся, да, затылком на скамейку, ложим здесь себе блинчик. Опять же, вес его зависит от вашей натренированности. Можно положить 5, 10, 25, 20 килограмм, сколько вы хотите. Можно стопку блинов. В общем, как вам угодно, как вам будет лучше. Смотрите всегда по своему самочувствию. Повыше поднимаем и зажимаем. Можно даже задержаться. Опустили. Делаем покороче, да, рывки. Опустили. Задержались. Опустили. Опустили. И 5. Опустили. 4. Опустили. 3. 2. И 1. Задержались. Держимся. Ноги трясет. Мухи лезут на лицо.
Красота. Фу. Держимся. Считаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили. Ой-ой-ой. Кошмар. Фух. О. Так, и следующее наше не совсем легкое упражнение, говорю сразу. Так, значит, показываю, да? Сначала без гантелек. Как это будет выглядеть? Опорная нога сначала у нас слева идет. Мы чуть-чуть ее сгибаем в коленке, наклоняем корпус вперед, вторая нога просто на весу. Не обязательно выпрямлять ее как угодно вам, просто чтобы она была у вас на весу. Спинка ровная, выставляем руки вперед, здесь будут гантельки. И разводим их в сторону. Чуть-чуть сгибая руки в локтях. Так, что это у нас такое, да? Дельта, грудь. Ничего такого сложного. И нога, да? Задняя поверхность бедра, ягодица. Все, работает практически все тело. Так что упражнение суперское. Так, ставим ножку вперед, сгибаем в коленке, наклоняемся вперед и выставляем руки. 15 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, держим равновесие. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Встали. Фух, нога горит, трясется. Немножечко отдохнули, потрясли ногами. Фух, можно потянуться немножко. Руки уже не чувствую. Уже все настолько болит. Завтра будет еще веселее. Так, поехали. Вторая нога. Выставляем правую вперед. Сгибаем ее в коленке. Наклоняемся вперед. Спина ровная. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, руки выше, 11, 12, 13, 14, 15. Фух. Ой-ой-ой. Фух, растрясли руки. Последнее упражнение, последнее, обещаю. Фух, отдохнули немножко. Ну что, ребят, давайте закончим нашу тренировку супер тяжелым упражнением. Опять же, статическое упражнение. Я вам показываю, что это такое. Сейчас мы будем сжигать нашу жировую прослойку на ножках и на нашей попе. Так что особенно хочу, чтобы вы уделили внимание этому упражнению и постарались. Прошу вас, не давайте себе послаблений. Так, что мы будем делать? Мы хватаемся, в данном случае я хватаюсь за дерево, если у вас нет дерева в доме, хватаемся за любой шкаф, косяк, все, что можно взяться руками, да? Мы присаживаемся, да, обычное приседание. Сначала не слишком низко. У нас будет 3 ступени. Раз, сели, да, потом чуть-чуть ниже, потом еще ниже. Сели, да, сжали ягодицу. Прям вот, чтобы вы увидели, что у вас сжалась ягодичная мышца. 2 штучки, да, сжались. Держимся. Считаем до 10, допустим, да. Так, чтобы вы чувствовали, что напрягаются ваши ноги, вот мышцы, да, у вас там прорисовываются, попа у вас тоже сжалась. Опустились ниже. Держимся. Когда начинается трясти, да, все, ноги трясутся, уже просто нереально, да, все, тяжело стоять вам. Опускаемся ниже еще. Вот у меня уже руки трясутся, потому что еще и руки работали сегодня. И вот как раз этого эффекта нам нужно и добиться. Такой тряски всего тела. Сильно не хватаемся за что-то, да, держимся как приседание. Все, это просто у нас как, чтобы не упасть. Отлично, поднялись. Держимся. Считаем. 5, 4, 3, 2, 1. Опустились еще ниже.
Терпим, терпим. Пять, 4, 3, 2, 1. Поднялись. Еще немножечко. Еще немножечко. 5, 4, 3, 2, 1. Еще чуть выше. Ой, терпим, терпим. Фух, трясет как. 5, 4, 3, 2, 1. Фух. Вот это я понимаю. Вот сейчас ноги горят так, как будто вот действительно чувствуется, что работают все наши мышцы. И вот сейчас мы именно добивались жжения вот этой жировой прослойки. То, что мы, в принципе, все хотим, да, чтобы у нас похудели ножки, чтобы у нас попа была не такая мясистая, да. Мы именно добиваемся такими статическими упражнениями. Так что давайте теперь сделаем заминочку, да. Ну что, ребят, пришло время отдохнуть, растянуть наши мышцы. Опять же, сделаем немножечко круги такие шеи, обратно, плечики разомнем. Фух, если честно, очень устала. И ноги до сих пор у меня горят, болят. То же самое, что и руки. Потянем в сторону. Опять же, растягиваем в основном мышцы, которые работали. Руки, ноги, попа. Сегодня, да? Трицепс. Можно наклониться. Вторая рука. Отлично. Ручки в замочек. Округляем спинку. Округлили, потянулись вперед руками к себе, наверх, тянемся хорошенечко, опять к себе, округлили спинку, выставляем руки вперед, теперь руки назад в замок, выставляем грудную клетку вперед, перед собой. Отлично. Теперь давайте сделаем такой поворот в сторону, да? Бедра стоят на месте, поворачиваем руку в сторону. Центр, вторая рука. Растягиваем вот эту часть, да? Косые мышцы тоже тянутся. Еще разочек. И в другую сторону. Можно подержаться за что-то, подтянуть ногу к себе и наклониться вниз. Передняя часть бедра растягивается. Отлично. Вторая нога. Теперь растягиваем заднюю поверхность бедра, носочек смотрит наверх и тянемся вниз. Отлично. Вторая нога. Сгибаем левую, прямая, правая и наклоняемся вперед. Носочек вверх. Встали. Теперь сделаем выпад в сторону. Прямая нога, правая. Тянем внутреннюю поверхность бедра. Встали в центр. В другую сторону. Встали. Перевернулись. Сделали выпад, да, как мы это делали в начале. Опустили коленко и подтянули вторую ногу к себе. Так, чтобы вы пяточкой коснулись к попе. Пытайтесь ее вот так пружинистыми движениями подтягивать к себе.
Отлично. Встали. Поменяли ножки. Опустились на колено и подтянули. Глубокий вдох. Отдохнули наконец-то. И выдох. Опускаем ножку. Ну что, ребят, вот и все на сегодня. Я надеюсь, вам понравилась наша тренировочка. И вы опять же работали на все 100%, вы не ленились. Жду вас теперь на следующей тренировочке. Всем удачи, пока!